They asked me to speak about my own self. My name is Hafiz, Mохамед Хафез. I born in Alexandria in Egypt, really, many years ago. Ну, попросили организаторов сказать о себе. Меня зовут Мохамед Хафез. Я на самом деле родился в Египте, в Александрии, много лет назад. And I studied in Cairo University. Учился я в университете Каира. I make a master in Cairo University too. Wait, what? Master of Science. Я также защитил свою степень именно в Каире. Then I moved to Germany and I take my PhD in Germany in 1981. И после этого я переехал уже в Германию, в Берлин, где я получил следующую научную степень в 1981 году. I make a second PhD, what we call habilitation, in Munich University in 1994. I'm doctor, yeah. И я получил вторую докторскую степень, поэтому меня называют доктор наук. Это было уже в 1994 году в университете Мюнхена. And I am a poultry veterinary specialist, veterinary microbiology specialist, and veterinary animal hygiene specialist. Поэтому я являюсь специалистом по трем направлениям: по птицеводческой ветеринарии, по ветеринарной микробиологии и также специалистом по ветеринарной гигиене животных. I am a urban diplomat of veterinary public health as well as urban diplomat of veterinary poultry science. Я также являюсь европейским дипломатом общественного здоровья в сфере ветеринарии и также являюсь таким же европейским дипломатом по ветеринарной науке в сфере птицеводства. Since 1997 I was the head of Institute of Poultry Diseases at Free University of Berlin. И с 1997 года я возглавил институт заболеваний птиц в Берлине, в Свободном университете. And I published a lot of books and publications. This is okay, yeah? Я опубликовал много книг и других материалов. You don't need to read everything. This is okay. Да, все можно не читать, не обязательно. I am a honor professor in addition at the University of Hohenheim as well as of Alexandria University. Я также являюсь почетным профессором университета Гугенхайм и Александрии. So I was the president of the World Veterinary Poultry Association till last year. Также я был до прошлого года президентом Всемирной ассоциации ветеринарии, до 2011 года. And the president of European College of Poultry Veterinary Science. И также президентом Европейского колледжа птицеводства до 2014 года. Okay, I am currently honor president of the World Poultry Association. И сейчас я являюсь почетным президентом этой ассоциации. Okay, this is too much, but now I have to speak about infectious bronchitis. I believe it's much better to speak about bronchitis than to speak about me. И я уже очень много про себя рассказал. Сейчас давайте лучше поговорим не обо мне, поговорим о инфекционном бронхите. It is first described in 1931. Первый раз это заболевание было обнаружено в 1931 году. It is an acute, rapidly spreading viral disease of a chicken. Это острое, быстро развивающееся вирусное заболевание у птиц. Affecting a chicken of all ages. И влияет оно на кур всех возрастов. Worldwide distributed. И распространено во всех странах мира. IB can affect the respiratory system. Может оно поражать и влиять на систему дыхания, as well as the reproductive system and oviduct. Также на систему производства яиц, то есть на яйцевод, kidney, на почки, as well as gastrointestinal tract. И также на желудочно-кишечный тракт. Does that mean if we speak about infectious bronchitis is a false name because not only make respiratory disease but make diseases in other organs. И поэтому мы можем сказать, что это заболевание влияет не только на респираторную систему, оно влияет и также на другие органы организма. Okay,
What is the economic component of infectious bronchitis? А какой же экономический эффект какое влияние оказывает на экономику инфекционный бронхит? Decrease in body weight and performance. Это снижение массы тела и также показатели яйценоскости. You see that the birds are in the same age but quite different in size. Вы видите здесь птички одного возраста, но они очень отличаются друг от друга по размеру. We have a drop in egg production and in eggshell quality. Также ухудшается качество скорлупы и также количество производимых яиц. You show the picture here is a brown layer, but they're laying white eggs because they have infectious bronchitis. И здесь вы видите коричневого цвета яйца и белые. Это тоже происходит из-за бронхита. And you have a thin shell and quite different, mostly must be brown and just white color. И вы здесь видите тоже яйца, они отличаются как по цвету, а также по качеству скорлупы. We have an increase of contamination rate if we get infectious bronchitis with E. coli together. You can see such picture in the broiler. И также у нас норма брака увеличивается. Вы здесь видите как раз инфекционный бронхит. We have additional cost by vaccination cost. If we have to vaccinate, that means the production cost increase too. И также дополнительный экономический эффект – это увеличение расходов на вакцинацию, потому что если у нас есть бронхит, нужно проводить вакцинирование, что увеличивает общую стоимость. Sometimes we have to medicate against secondary bacterial infection, and that means increase of medication cost. И также иногда нам приходится давать лекарства для вторичной инфекции бактериальной, поэтому это еще дополнительные расходы на медикаменты. If we speak about infectious bronchitis, I don't like to bother you. It is a virus, okay? Does that mean it is belong to the coronavirus? И если мы говорим о инфекционном бронхите, то мы здесь с вами имеем дело с вирусом, который принадлежит к семье коронавирусов. And this is group 3 because there is a lot of coronaviruses in human, in mammals, but in poultry are the group 3 which infectious bronchitis virus. И у нас есть несколько групп коронавирусов, но здесь мы с вами имеем дело с группой 3, потому что есть такой вирус и у людей, есть у других млекопитающих, а это наша группа 3. It is enveloped viruses, that means we can really disinfect it very well without any problem. И это действительно такой вирус, против которого мы можем эффективно проводить вакцинацию. Is RNA virus, ribonucleic acid. Он также присутствует в РНК, в геноме. And single-stranded. It's only one genome inside it. Это всего лишь один геном внутри. The problem what we have, it is enveloped, as I mentioned, you have a cover, but you have a lot of structure like spikes, glycoprotein, this S1 here, and then we have a membrane protein, this M1 here, and we have an envelope protein and nucleoprotein. Several structure. И как уже я говорил, это оболочный вирус. Здесь присутствует несколько протеинов, у него такая вот сложная структура, есть спайковый, то есть шиповый глюкопротеин, мембранный, оболочный и нуклеопротеин. I think it is very important thing for infectious bronchitis. Why the virus makes us a problem? It is really the spikes protein. We have two units. Что делает инфекционный бронхит действительно сложной, серьезной проблемой? Это я хотела бы объяснить, это вот по его структуре. Это вот как раз вот эти спайковые протеины, протеины S. We have S1 and S2, but the most important is S1 because it's mostly changed all the time and you make a variant strain. И самый важный это S1, потому что он, именно он дает вариативность. We have any differences in virulence of the viruses, of coronaviruses. У нас есть различия в вирулентности.
as well as in tropism, as I mentioned, not only respiratory tract, but can be kidney or intestine. И также, как я говорил, он может располагаться и в почках, не только в респираторной системе, и в ЖКТ также можно найти. But the primary application is it really in respiratory tract. That means the virus coming inside the nose and start to replicate. Но первый источник, это, конечно же, куда он попадает, это через нос и попадает в респираторную систему. Again, the virus is coming inside, go to respiratory system. Итак, вирус попадает внутрь, он идет по респираторной системе, and digestive tract, в ЖКТ, as well as in reproduction system, like ovary. И также попадает в репродукционную систему. In addition, they can go to the kidney, as I mentioned before. И, как я говорил, также он может попасть и в почки. The virus persists in the intestinal tract and is excreted in the feces for a long period. И вирус долгое время находится внутри, в желудочно-кишечном тракте, в кишечнике, и в течение долгого периода времени он выходит вместе с экскрементами. We have several different serotypes. У нас есть несколько серотипов различных. They circulated in the same area at the same time. И они циркулируют в одной зоне одновременно. Some serotypes can found worldwide. Некоторые из серотипов можно найти во всех странах мира. But some also are restricted to in one geographic area. Но некоторые серотипы, они ограничены только одной географической зоной. The question is why? И тогда возникает вопрос, а почему же так? Because we use a vaccine since many years. Дело в том, что в течение многих лет мы используем вакцины. And they make an immunological pressure on the virus. Что предполагает иммунологическое давление на вирус. And the virus would like to survive. Вирус, конечно, тоже хочет выжить. And we have a reduction by dominant serotype by vaccination, and we have a vacuum, and the other field strain become active. И поэтому у нас сокращается количество доминирующих серотипов, когда мы проводим вакцинацию, и у нас образуется своего рода вакуум, и другие штаммы становятся более активными. We have many strains. You don't like to explain, but I just would like to say we have a respiratory in white, and in blue it is in kidney or reproductive system. И это очень такая карта, не хочу ее долго объяснять, это разные виды, разные штаммы. Белым это респираторная система, которая поражает, и синим это почки и внутренние органы. It is really around the world, and if again you put it all together, it is very complicated to understand which virus is really most common in one area. You have to make a lot of laboratory investigation. И это действительно, как вы видели на карте, встречается по всему миру, во всех странах. И для того, чтобы составить эту карту, нужно было провести очень много анализов лабораторных. Okay, if we look for the history, it started really in 1993, as I mentioned, with Massachusetts strain, and then we get a different variant. И если посмотреть на историю развития данного заболевания, то оно началось в США, в штате Массачусетс. После этого появился вариативный штамм. And we did use a lot of vaccine over the time. И в то время использовалось очень много вакцин. For the older people like me, this is the most important variant which we get in 91. It was the strain 491. И так как я уже человек не очень, скажем, молодой, то для меня самым важным штаммом на моей памяти был штамм 491, который как раз был открыт в 91 году. And then we get QX. You heard about that for a couple of years. I could speak about that later on. И вы, наверное, слышали все о QX. Я чуть попозже о нем расскажу подробнее. And today we do have more than 65
variant strain. We don't know exactly what they're going to do. И сейчас на 2016 год у нас более 65 вариантов разных штаммов. It is very important to know all this information and aim to can make a good control program. Очень важно знать вот эту информацию для того, чтобы держать эту проблему под контролем. For example, the 491 strain is isolated from the breeder flocks. We have a muscle tremor, cyanosis, hyperventilation, disease, antitracheitis, and bilateral pectoral muscle myopathy. Nobody is thinking about infectious bronchitis, but isolated from this birds was infectious bronchitis 491, which make a lot of problems. И вот данный штамм 491, он был изолирован. Это штамм бройлерного бридера. И проявлялся он какими симптомами? Это был мышечный тремор, цианоз, гипервентиляция, смерть, трахеит и также билатеральная пекторальная миопатия мышц. And then in 1997-1998 we get QX strain. В 97-98 году мы получили штамм QX, which really started in China, in Shandong province. Появился он действительно в провинции Шандон, в Китае. The bird showing respiratory distress, bronchitis, nephritis, nephrosis, and false layer. И он приносил с собой такие проблемы, как респираторный дистресс, провентрикулитис, нефроз, нефрит и также ложное производство яиц. Okay, then started here in 1997 in China, as I mentioned before. Как я говорил, он зародился в 1997 году в Китае. And moved around China in several places. And one important thing, from 2001, it was started in East Russian, and it take 2 years to get in West Russian. И после этого этот вирус распространялся по территории Китая. В 2001 году он был зарегистрирован уже в Хабаровске на Дальнем Востоке и за год дошел уже до центральной части России. Okay. Then to get in Europe, it took many years really to get in the West Europe. In 2003, 2004, we get it in Germany as well as in Holland. И уже заняло еще большее количество времени, чтобы этот вирус появился в Западной Европе. У нас в Германии появился в 2003-2004 году. And I told you first cases was in France, and we get in Netherlands, Belgium, and so on, and now spread all over Europe. И в 2004 году первый случай был зарегистрирован во Франции, потом в Германии, Бельгии, в других странах, и сейчас он распространяется по всей Европе. So if we look for the molecular biology of a lot of isolate and viruses, we can find that the QX strain, it is not belong to 491 group or not belong to the vaccinal group. И если посмотреть на структуру, рассмотреть этого штамма, мы увидим, что группа QX не принадлежит к той же группе, которая принадлежит вирусу 491, и также отличается от тех вирусов, против которых мы вакцинируем. Why it is important? Because the question, we can speak about that later, if we use a vaccine, are going to protect against QX or not? This one here is the 491, it's exactly the same. And the question is, if we use this vaccine, can we stop QX or not? Почему я на этом останавливаюсь? Потому что здесь главный вопрос. Первое, 793B, это как раз вирус 491, точно он. Дело в том, что нам нужно понять, если мы будем проводить вакцинацию, защитим ли мы птиц от вируса QX? We know that you can isolate it, avian infectious bronchitis virus from other birds. Также мы знаем, что вирусный инфекционный бронхит был изолирован от других птиц, других
Например, for example, for non-aquatic birds, a lot of wild birds which may be circulated on the farm can spread the virus from one place to the other place. И также есть много неводоплавающих птиц, например, те, что вы видите на экране, они перелетают с места на место и также могут распространять этот вирус. And even also from aquatic birds which can spread a lot of viruses between the houses. И также этот вирус может распространяться с помощью и водоплавающих птиц, которые могут быть его разносчиками. However, we believe that the wild birds, the viruses circulated in them is a little bit different than that we have in the chicken. Но, тем не менее, мы считаем, что тот вирус, который находят не у домашней птицы, он все-таки отличается от того вируса, который есть у кур. And as you see here, it is a vaccinal strain H120. We isolated in the same group duck from virus from duck as well as from swan. И, как вы видите, это мы изолировали штамм H120, также он у уток и у лебедей. And then the other birds we isolated strain which a little bit far from H120. И также у других птиц, которые также схож, является вирусом H120. And again you see here that the geese, pigeon and duck strain which belong to the group 3 but a little far away from the Bodit strain or the vaccinal strain. И здесь вы видите, что вирусы, которые можно найти у уток, у голубей, у гусей, они принадлежат к этой группе, но они отличаются от этого вируса, также отличаются от тех вирусов, против которых мы проводим вакцинирование. If you would like to control any disease, you have to know how the disease transmitted. It is a very important thing. Если мы хотим контролировать заболеваемость, то нам очень важно знать, как это заболевание передается. In the chicken we have two ways. One is vertical transmission and another is horizontal transmission. У нас два способа передачи, то есть переноса этого заболевания, вертикальное и горизонтальное. In infectious bronchitis we don't have any vertical transmission. Это в целом. Здесь, в случае с инфекционным бронхитом, у нас нет вертикального переноса. Does that mean if the breeder flock infected with IB, the one-day-old chicks, they don't have IB? Okay? There's no vertical transmission through the eggs. Нет вертикальной переноса данного заболевания с помощью яиц. We have only horizontal transmission, is that mean direct contact between infected, as you see in red, and non-infected. У нас только прямой перенос данного заболевания, то есть это непосредственный контакт с инфицированными животными. And indirect by contaminated equipment. И также косвенная, то есть не прямая передача, это через зараженное оборудование. Why we have to know that? Because if we like to stop a disease, we have to prevent the infection. That's why we have to know the way of infection. Зачем нам нужно это знать? Если мы хотим бороться с этим заболеванием, то нам нужно заниматься его профилактикой, то есть предотвратить вообще заражение. And in him to know what disease you have to make a diagnosis. Конечно же, нужно проводить и диагностику заболевания, чтобы знать, как с ним бороться. The question is, do we have a problem really with the diagnosis of infectious bronchitis? А проблема здесь в чем? В чем вопрос? Есть ли у нас проблема с диагностикой инфекционного бронхита? We do have a lot of problems. Есть у нас вот много проблем. Because the diagnosis in poultry disease is not black and white. Вы знаете, действительно, это непростая задача, потому что диагностика, установка диагноза – это не черное и белое. Это не так просто. I show you later what I mean. The question is why? Because the clinical signs and the post lesion are not specific. И вопрос, почему так? Я об этом сейчас расскажу. Дело в том, что клинические проявления и макроскопические повреждения, они не являются специфичными. And what we do have in infectious bronchitis, we have three different phases.
У нас существует в инфекционном бронхите три фазы, три этапа его развития. If you have on 1 day old, the chicks go to be as a layer, and they get infected earlier, we get what we called later on false layer. Early infection, false layer. На ранней стадии инфицирования мы получаем то, что мы называем ложные несушки. То есть уже произошло развитие организма птицы, но здесь у нас определенные дефекты в яйценосности. And in the rearing period, especially for the layer, we have a birth from day 1 till week 16 or to week 18. In this period, you can see mostly respiratory manifestation and the kidney damages. Во время развития, то есть роста птиц, мы здесь наблюдаем день 1-16-17 недели, мы видим поражение респираторной системы и почек. And later on in the reproduction, by week 20-22, if the birds are infected really early, you can see a problem in the production, as I mentioned before, drop in egg production and false layers. И уже к 22-й неделе, после 18-й недели, мы видим как респираторные дефекты, так и дефекты в производстве яиц. So, if you have a respiratory manifestation like any other disease, conjunctivitis, nasal discharge, sneezing, sneaking, coughing, tracheal arrest, gasping, exactly like a human being if we get. То, что касается клинических проявлений, здесь очень похоже на то, что происходит и у людей. Мы наблюдаем конъюнктивит, также из носа выделение, чихание, хрипы, кашель и другие проявления. The mortality is usually low unless complicated with other factor and other infection. И уровень смертности достаточно низкий, и здесь, если нет никаких других факторов, которые осложняют течение инфекции. And we mostly in the chicken, we don't have one single disease. We have an infection and secondary bacterial infection and other diseases. И обычно у кур нет такого, что это единственная инфекция, там еще присоединяется вторичная бактериальная инфекция. If you get an infectious bronchitis as well as avian influenza, H5 or H9N2, or Newcastle disease, or mycoplasma and E. coli or ORT, it could be a disaster for the birds. И если у нас есть у птиц и инфекционный бронхит, и присутствуют еще также вот эти заболевания, эти инфекции, которые вы видите на экране, инфекция Ньюкасл или микоплазма, это будет действительно катастрофой для птиц. And sometimes if you use a live vaccine against other disease, make a little bit damage in the respiratory tract, and infectious bronchitis can accelerate it. И иногда мы используем вакцины от других заболеваний, и при этом, если есть в организме птицы инфекционный бронхит, это может негативно сказаться на проявлениях в респираторном тракте. If you work it with the layer, you did see such eggs, right? Вот вы видели, если вы работаете с несушками, вы видели вот такие яйца. And everybody think it is infectious bronchitis, but you are not sure because Newcastle disease can make the same. И все думают, что это обязательно инфекционный бронхит, но нет. У заболевания Ньюкасл тоже есть, бывают такие проявления. Even if the feed is not okay, you can get some rough egg or misshaped eggs is infectious bronchitis, but also with other disease. Также, если есть какой-то дефект в корме, можно получить вот такое яйцо с грубой скорлупой или деформированное. Это тоже не всегда случай инфекционного бронхита. The other problem is that reduce the internal egg quality. Thinning of the seeking albumin, like here, and sometimes you get a problem you can see that it's watery and white, and sometimes you get, if you are working in the kitchen and your husband would like to get the fried eggs and you found that albumin are not thick enough, you may get the trouble. But it is very often to see in case of IB, that the internal egg quality is decreased. Также бронхит влияет на внутреннее качество яйца, то есть
здесь очень тонкий и недостаточный по объему белок. И мы его называем такой белок, он бывает водянистым. И очень это хорошо, отчетливо можно увидеть, например, если вы делаете на кухне яичницу, то качество этой яичницы будет недостаточно, вы это сразу заметите. Будет и неприятность с белком. We have, after experimental infection with the control and infected with IB, you can get a drop in egg production. Здесь вы видите яйценоскость, то есть производство яиц. То, что прерывистой линии, это как раз с инфекционным бронхитом, как вы видите, действительно сокращается производство. And that is under the field condition, you have a drop in, that's the curve, and we have a drop in egg production. А вот это кривая снижение производства яиц. The egg weight is not affected. Не сказалось бронхит на весе яйца. But sometimes we have changes in the eggshell, and that we have a secondary for eggs, eggshell cell. И иногда у нас есть изменения и по качеству скорлупы. In this farm, we found that the normal egg should be by that way, but after infectious bronchitis infection, it is a huge decrease in egg production. И нормальное производство яйца должно быть таким, но после заражения инфекционным бронхитом мы наблюдаем значительное снижение его производства. And from this farm, we get some chicken in our lab in 2004, and the birds are moving by that way. И это были, это вот видите, вот живая настоящая птица, и мы получили эти фотографии, мы сравнивали вот эти случаи с двух ферм, как видели на предыдущем слайде. We said it's like penguin. Куры двигаются именно таким способом, мы называем, что они ходят как пингвины. And really, at the first time, I didn't think about infectious bronchitis. И вы знаете, вот я сразу не подумала о инфекционном бронхите. I think about leukosis or something else. Я подумала о лейкозе или еще о чем-то другом. Then we get the brown from the same company, and as you see here, also like a penguin. И потом с этой же фермы нам привезли еще вторую курицу, видите, она тоже как пингвин ходит. And we can see sometime if you have infectious bronchitis, the muscles, the lesion in the trachea, as the cases exudate here. И самое серьезное повреждение мы видим в трахее, как то, что вы видите сейчас на экране. And as you see here, sometime if you have an infection with Escherichia coli beside IB, you can see it in pericarditis and perihepatitis. Также вы здесь видите повреждение перикарда. Perihepatitis, the liver. И также вы видите повреждение в районе печени. And come back to the Гепатит. to the birth layer flock and the breeder who have a neonatal infection, as I mentioned before, damages the oviduct, non-laying hens, and false layer. И то, что мы наблюдаем, есть неонатальная, то есть врожденная инфекция, также повреждается яйцевод, курицы могут не приносить никаких яиц, и также то, что мы называем ложной несушкой. And again, come back to this bird here, as I'm showing you before. Давайте вернемся снова к этой птичке, которую я уже раньше показывал. You can see anything here? Видно, да, фотографии? Может, шторки закрыть? Вот лучше видно. Can you close the... Не могли бы закрыть шторы? Okay. Прикройте, пожалуйста. I don't know. You can see anything? No. Видно? Okay. Yeah. Anyhow, if you would like to see it, there's no problem. I know the slide. Да, я-то слайд этот знаю, я его видел много раз. If you open the birds, the first thing what I get all the water in my face. Первое, что я могу вам сказать, когда я вскрываю птицу, то на меня вода льется прямо сразу в лицо. Then by the second one, they try to open very carefully. And this one here is the oviduct. This is full with fluid. И мы, то, что видим сразу, это яйцевод, он полон жидкости.
Again, Я вскрываю so очень here, поэтому аккуратненько. there's the oviduct. You have to open very, very carefully, otherwise you get really everything in your face. И поэтому нужно вскрывать очень-очень аккуратно. Это тоже яйцевод, а то все вам польется в лицо прям. And I get 1 liter and 200 milliliter fluid from the oviduct. И количество жидкости из яйцевода обычно составляет вот здесь литр 100 и литр 200 миллилитров. And if you see the oviduct, is a very thin wall all the time? Вот это, видите, яйцевод. Thin wall. Его стенки очень тонкие. Okay. And you can see here too, again, and that's the ovary still active. That's why the birds try to laying, but everything going in an oviduct or even go to the body cavity. И здесь вы видите тоже яйцевод. Яичники, они еще активны, но тем не менее есть такая проблема. And you can see that here in the body cavity. You can see the eggs. Normally you have to go to the oviduct, but can't go to. Здесь яйца вышли в полость тела. Обычно они должны находиться и выходить через яйцевод. And sometimes you know that the chicken have only one oviduct. Вы знаете, что обычно яйцевод только один. The left one and the right one. Sometimes you can find an cyst formation in the right oviduct. Да, их здесь два, да, и мы видим, что слева у нас формирование кист. That means they get an infectious bronchitis infection for longer term ago. Это означает, что у нас инфицирование как раз вирусом инфекционного бронхита. Okay. And in recent year we found a lot of nephrotropic strain or nephropathogenic strain can be found in the chicken. И в последние годы было найдено очень много нефропатогенных штаммов именно у птиц. You can see changes in the kidney all the time. Вы все время находите изменения состояния почек. Did you see this problem here in Russia? А в России это является серьезной проблемой, вот это заболевание? Yes. Okay. Good. I think we can move with that. It's a very important thing. We can find depression, rapid fire, weight dropping, increase of water intake, visceral gout, and high mortality, sometimes reach 80%. И те симптомы, которые мы здесь можем еще обнаружить, которые действительно очень важны, это депрессия, это нарушение по форме оперения, также это какие-то выделения, которые сопровождаются влагой, также увеличение количества потребляемой воды и высокий уровень смертности. Okay, we have a high mortality as damage as I mentioned before. After apparent recovery, chronic nephritis can produce sudden death, especially in the brown layer. И, как уже я отметил, очень высокий уровень смертности именно из-за повреждения почек. И из-за хронического нефрита, который развивается, может возникнуть неожиданная внезапная смерть, особенно у коричневых птиц. Okay, that's what we see before. I give you one example what we did in our lab. We try when we isolate QX strain and infected experimentally SPF broiler chicken. И сейчас я покажу, что мы сделали в нашей лаборатории. Мы изолировали штамм QX, и мы инфицировали им бройлера свободного от специфических патогенов. What we did see after experimental infection, depression, diarrhea, rapid fever, 2 days post-infection to 9 days post-infection. Итак, что мы видели во время экспериментального инфицирования? Мы наблюдали депрессию, диарею, смятые перья от 2 до 9 дня после инфицирования. And we see respiratory distress from day 3 and day 4 post-infection. После инфицирования на 3-й и 4-й день мы наблюдали респираторный дистресс. And the mortality reached 12%.
И уровень смертности достигал 12%. And from day 4 to day 9 post-infection. Это с 4 по 9 день после инфицирования. And I show you what we see here, some respiratory manifestation, and by day 4, as you can see, that the cloac are pasty with feces and urine. Again? Yeah. Respiratory manifestation Здесь start у by нас day 3. к третьему дню развивается респираторное проявление заболевания. And we have urate coming from the kidney, and they make a pasty vein. И на 4-й день мы наблюдаем, что во время мочеиспускания здесь вот такие следы на перьях. Это как раз из почек. You can see also that we have a problem here with enlarged kidney by day 4. На 4-й день после инфицирования у нас увеличение почек наблюдается. And you can see here also urate by day 20, that's the kidney, and you have a lot of urate as well as here by day 5. И здесь мы наблюдаем много уратов, то есть много отложений, это и 5-й день, и еще больше на 10-й день. Okay, we can detect it in cloacal swab from all the infected birds all the time without any problem, the virus RNA by PCR. Мы с помощью ПЦР можем в клоакальных анализах без проблем определить данную инфекцию. If you look for the tracheal swab, we have less isolation by day 28 than compared to the cloacal swab. Если посмотреть на трахеальные анализы, которые мы брали оттуда, то там меньше можно определить инфекций и на более поздних уже стадиях. And we can detect the viral RNA in many tissue like liver, thymus, kidney, tonsil, lung, and cloacal swab and tracheal swab. Также этот вирус можно определить его РНК в разных органах. Здесь сверху количество дней указано. Его можно найти и в печени, и в тимусе, и в почках, и в легких. Okay? I mean the virus is spread in the whole body, not only in the respiratory tract. То есть я хочу подчеркнуть, что этот вирус распространяется по всему телу. Его можно найти не только в респираторных органах. The experimental infections, the non-infected group, we don't have any clinical signs, no mortality, no ghost lesion, and all the sample was. Так как у нас это было экспериментальное инфицирование, у нас еще была контрольная группа неинфицированных птиц. Там не было никаких, конечно же, клинических проявлений, смертности, поражений, результаты были отрицательны. Okay, now we have to make an IB diagnosis. This is a very important thing. Да, но сейчас очень важный момент, как же диагностировать инфекционный бронхит. Это очень важный момент. I am not going to. I have a lot of slides about not about Putin and Trump or Obama or Merkel, but anyhow, the diagnosis is not black and white as I mentioned before. The question is why. If you have a respiratory manifestation, that's only the birds have respiratory manifestation. We're thinking in two different ways. We have non-infectious as well as infectious. Okay? И я не буду сейчас подробно и долго рассказывать ни о Путине, ни о Трампе, ни об Обаме. Давайте все-таки поговорим сейчас о диагностике. Я тоже очень много могу про нее рассказывать, но у нас есть два разных пути. Если у нас проявление респираторной системе, в дыхательной системе, то здесь могут быть это инфекционные и неинфекционные. Let's stop by infection. We have a main. Это причины различия. We have more than 25 microorganisms which can cause respiratory manifestation in chicken. Более 25, давайте с инфекционных начнем, более 25 различных микроорганизмов могут вызвать какие-то проявления в респираторной системе. And two veterinarians staying in the same house, one said it is IB, the second said it is Newcastle, the third said it is influenza, and everybody is right. As long as you don't make an
laboratory investigations, you don't know exactly what's going on. И, например, если показать трем разным ветеринарам одну и ту же птицу с какими-то признаками и нарушениями в дыхательной системе, то один скажет, что это инфекционный бронхит, второй скажет о болезни Ньюкасл, а третий скажет инфлюенса. И они все будут правы, пока мы не проведем соответствующий лабораторный анализ этих протеинов. And if you have a problem with the drop-in egg production, again you have a lot of non-infectious and infectious diseases. You can think about egg drop syndrome, why not? You can think about avian beta pneumovirus or avian pneumovirus, about influenza. Everything can cause a drop-in egg production and maybe misshaped eggs like infectious bronchitis. И, например, если у вас сокращение яйценоскости, то здесь тоже может быть много разных причин. Может быть, это такой синдром, может быть, это какие-то другие инфекции, которые также могут вызвать и уменьшение яйценоскости, и могут вызвать деформацию яиц. And if you have any problem, it is mostly very easy to blame the feed mill and said the feed is not okay, and you need a much better feed, and it could be the causes of drop-in egg production, for example. И также, например, можно все списать на ненадлежащее качество корма, которое могло также вызвать изменения в яйценоскости и его снижение. I just make a joke, but it's very important to look for the management of your company or your farm. It is very, very important to keep the right light pattern, the stocking density and temperature and so on. И также я люблю очень отмечать следующее, что очень важно правильно содержать вашу ферму. То есть нужно правильное освещение, правильная плотность в рамках вашего количества, вашего поголовья. Также нужна правильная вентиляция и так далее. Это также очень важно. If you would like to make an accurate diagnosis, you have to make this very well, and the important thing is that you can send the sample to the laboratory, and they can detect the virus, they can isolate the virus and identify it, or you can send the blood to make a serological. However, И для проведения точной диагностики и для того, чтобы определить, что это именно этот вирус, нужно отправить образцы в лабораторию, где он будет определен и изолирован, провести типирование его идентификации, или можно взять анализ крови, сделать серологический тест. Currently, most of all laboratory hours are worked with molecular biology with the PCR. И в настоящий момент во всех лабораториях имеется возможность провести ПЦР, микробиологию. The serology, it is very, very complicated to interpret the results because we vaccinated and we produce an antibody, and you don't know is it an infection or is it serology from vaccination. И также то, что касается серологии, здесь более сложный анализ, потому что мы проводим вакцинирование, в результате чего производится организмом антитела, и этот тест интерпретировать намного сложнее. Не буду рассказывать вам скучные вещи. Maybe one important thing too, because we work it a lot with the vaccine, we speak about the diagnosis, and sometimes you can detect the virus, but I'm not sure is it the vaccinal strain or the field strain. И очень часто, да, мы проводим диагностику, мы определяем, что действительно этот вирус, но мы не знаем, какой это штамм, против которого вакцинируют, или это полевой штамм. We use the vaccine 491 in SBF checking and look in nasal route, ocular route or oral route. И мы используем вакцину для штамма 491. Мы делаем это назально или окулярным способом.
And the problem, you can detect it in tracheal swab in the oral vaccinated till 60 days, 63 days, compared to the nasal or ocular vaccination. И проблема продолжает существовать до 60-63 дней, если это у нас трахеальный анализ, а здесь у нас сравнение с окулярным и назальным, там меньше. And if you look for the cervical swab, you can detect it even by oral vaccination till 63 days, compared to the ocular 48 days or nasal 32 days post-vaccination. Определение вакцинального штамма вируса можно найти его в оральных анализах до 63 дней, в окулярных до 48 дней после вакцинации. So now we have to look for the control of the disease. We don't have enough time. And the one thing is this biosecurity. Biosecurity means prevent the introduction of any disease. That you can do that for any disease, and it is not easy. И сейчас у нас уже времени остается немного, поэтому давайте поговорим о профилактике заболеваний. Здесь мы говорим о биобезопасности, то есть мы должны предотвратить вообще его внедрение и появление у нас. And we have to use a vaccine. We have a problem. We have to use a vaccine. Да, и у нас, друзья, есть проблема. Нам нужно использовать вакцины. We have a live and inactivated vaccine. У нас есть живые и неактивированные вакцины. They applicated the live vaccine by eye drop, drinking water, course spray, or even an over. Как мы применяем, да, какой метод? Это могут быть капли глазные, это можно его добавлять в питьевую воду, это может быть спрей или даже в яйцо. And inactivated mostly subcutaneously or intramuscular. И инактивированные вакцины это подкожная или внутривенно. The problem what I have when I travel around the world, everybody asking about vaccination program. И когда я путешествую по разным странам мира, обычно все задают вопрос о проблеме вакцинирования. And if somebody give you an answer about the vaccination program, you don't have any idea. The first thing I have to know your farm, I have to know the infection situation, and I have to see it is multiple age or single age, and aim to design a vaccination program in one area on one farm. И если вам кто-то даст ответ на вопрос, что же делать с проблемой вакцинирования, это значит, что человек не знает, что действительно с ней делать, потому что это нужно оценивать в рамках одного региона или одной фермы. Также тут много факторов присутствует, то есть это зараженные птицы одного или разных возрастов, и нужно составлять план или программу вакцинирования по конкретной ферме или региону. This depends on the goal of vaccination. If you would like to make a program. И программа вакцинации зависит от того, какая же у вас цель. Current infection situation. Текущей ситуации с инфекциями. Is it broiler, layer or breeder? О ком мы говорим, о бройлерах, о несушках или о бридерах. Farm structure. Также это зависит от структуры фермы. Economic benefit. Is it really important or not because it's cost of money? И также от того, какой экономический эффект это даст, потому что действительно стоит денег. Governmental regulation, if the vaccine licensed in your country or not. Также зависит от законодательства, есть ли лицензия и сертификация у данного препарата в вашей стране. I give you some example. You don't believe me, could be function or not function. For example, несколько примеров. As the first day of age, they spray for the broiler, or sometime we put in drinking water between day 9 and day 14, and we use H120. 120, yeah. И, например, вот я привожу пример, это вакцинация бройлера. Первый день это спрей, или с 9 по 14 день добавляется вакцина в питьевую воду. And some vaccination in pallet or layer in the past we used by week 3, week 6 and week 15.
Это у нас был H120. Также пример для несушек и молодок. Здесь вы видите возраст в неделях и вакцины, которые мы применяем. И применяем их в воду. One important thing, in many places around the world, IBH52 is not licensed. You have to know it is licensed in your country or not, because in some country it is not licensed. И то, что касается инфекционного бронхита H52, этой вакцины, то нужно проверять, есть ли лицензия, то есть сертифицирован ли этот препарат именно в вашей стране, потому что во многих он не сертифицирован. We speak about pallet and layer. During the layer, every 3 months we are vaccinated in drinking water again. If you don't need to use inactivated vaccine. И несушек мы вакцинируем каждые 3 месяца, добавляя вакцину в питьевую воду, если нет необходимости использовать инактивированную, неактивированную вакцину. In some places in Germany, this is a very heavy vaccination program, and a recent vaccination program, again in layer and breeder, they take 491 by 2nd week of age, or primer, QX, inactivated, and then again by spray, and as you see, it is very, 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 very complicated. Здесь вы видите схему, которая применяется на некоторых фермах в Германии. Это действительно очень насыщенная, очень тяжелая программа вакцинации. Простите, мы здесь используем сначала 491 вакцину в форме спрея, потом H120 тоже уже или в форме спрея, или добавляем ее в воду. И при необходимости еще используется инактивированная форма. You see here they use spray all the time, inactivated by week 13 intramuscularly, then they go to the live vaccine by spray again, and then during the production you put it in the water with H120. И как видите, на 13-й неделе здесь используется внутримышечное введение вакцины. Все время сначала используется спрей, а потом снова спрей и еще воду добавляется. I don't like such a vaccination program. Мне не нравится такая, лично мне такая программа вакцинации не нравится. Other complicated case, they vaccinated with the spray with H120 plus 6-week H120 plus T27.4 and or 491. И еще одна схема вакцинирования при сложном случае. На 6-й неделе используется H120 и добавление к нему D274 или 491. And they use 2-time inactivated vaccine at week 10 and then week 17 to 18. Это были вакцины в форме спрея. На 10-й, 17-й, 18-х неделях используется инактивированная форма. And every 7 or 8 weeks they use live vaccine during the production. И также используется каждые 7-8 недель живая вакцина. I get that from the field veterinarian. I don't like such vaccination program. Эту схему я получил от ветеринара, который работает на ферме. Мне такая программа вакцинации не нравится. And one thing, if you would like to try something on the farm, this is very, very important. If you have a problem with infectious bronchitis and you would like to change the vaccination program, just take only one house and change the vaccination program in this house and compare that with the other houses with your normal vaccination program. И очень важный момент, если вы хотите внести какие-то изменения в вашу схему вакцинации, не делайте это сразу на всем поголовье, делайте это по отсекам. Не надо менять все сразу и посмотрите на результаты. We know that we still have a problem with infectious bronchitis. We use a lot of vaccine and we have a problem because the virus changes all the time. И если у нас есть проблема с инфекционным бронхитом, то мы используем вакцинацию, и это тоже вызывает проблемы, потому что вирус все время мутирует. And the virus mutated all the time, and that's why we have a vaccine break. The birds are vaccinated, but we have a problem with IB. Именно поэтому у нас есть перерывы в вакцинации, потому что вирус мутирует.
but there's some strain showed cross protection against other serotype and considered as protective type. Но есть определенные штаммы, которые демонстрируют перекрестную защиту от других серотипов. Их можно называть протектотипами, то есть защитными. That's why, because a new serotype may emerge as a result of few changes in the amino acid sequence of the S1 gene of the virus, and most of the genome remain unchanged. You have to know which virus you have in the area. И в результате изменений в последовательности аминокислоты гена S1 могут появляться новые серотипы, но большая часть генома остается неизменной. And this may be the reason why the IB vaccine of a specific serotype can protect against other serotypes. Именно по этой причине вакцины определенного конкретного серотипа могут защищать от других серотипов. And this is one example they make by the group MSD. They use by day 1 MR5 and 491 by day 14, and the challenge with Italian O2. И здесь один из примеров. Проблема была с Italian 02. Использовалась МА5 и 491. And they get a good protection by 90% to 92%. Хороший уровень защиты был достигнут, 92 и 90%. And the second group is exactly the same like here. Во второй группе то же самое было сделано. Challenge later. Но позже это было проведено. And have a good protection too. Тоже хороший уровень защиты. And then they use another thing, MR5 plus 491 at first day of age. И третья группа использовала эти же препараты, но в первый день. Challenge by 36 days of age and have a little less protection by 90%. И результаты были оценены на 36-й день и немножко похуже уровень защиты. And again here you can protect against Italian O2 with on QX2. If you use Arkansas or primer vaccine, you have a good protection. И если использовать Арканзас или праймер, то также можно получить хорошую защиту от Italy 02 или QX. And there is, for example, live attenuated IB strain QX applied by day-old broiler by day 7, full protection against heterologous QX strain. They used again live attenuated IB strain, which QX, and they give molecular vaccine, and this is under praxis condition, and they can get a good protection by that too. И здесь была использована гетерологическая защита, использовался живой акцентированный штамм L1148, это QX. Первый день это для бройлеров, седьмой день для будущих несушек, это дала полную защиту от гомологического штамма QX. There's a development of attenuated live infectious bronchitis vaccine in some country. As that's like in Israel, they found a new variant was isolated in 1996, what called variant 1, which have an homology with 491 spikes protein. И сейчас разрабатываются разные вакцины, например, то, что делают в Израиле, был изолирован вирус, он называется вариант 1, он на 96% амалогичен 491, именно вот этому виду. And they found that the variant 1 they use as a vaccine belong to the disease group, but they have a problem with the variant 2 currently in layer flux, and if you use this vaccine, they give a protection for that vaccine, for that virus. From the one which is below, yeah? Firstly, we have a variant 1, у нас проблема сначала была also variant 2. Вариантом 1, сейчас нашли и вариант 2. And they make a vaccine from variant 1, and
challenge the bears with the variant 2. And is use H120 plus variant 1, and here H120 plus variant by fear 91. You get a protection, and again you get all of them give you a cross protection, and this one is on a challenge. Does that mean you can use a variant 1 or other plus H120, you can get a protection against variant 2. И здесь мы видим различные комбинации использования разных вакцин. Существовала проблема с вариантом 2. Можно ее решить, используя, например, вариант 1 и H120. Видите, разные варианты использовать, 120 и разные варианты в комбинации. And again, my last message: don't believe anybody. If you would like to change, if you are non-satisfied with your vaccination program, you have to start to change the vaccination program only in one part of the farm, and try in one house. And if you get a good result, you can change the vaccination program. The problem, a lot of people are coming to you and would like to see if you use a vaccine, but the best result you can calculate it that for your farm. And which program you can work with that. И я бы хотел донести до вас очень важную мысль. Не нужно верить всем подряд. Очень многие будут к вам приходить, будут, естественно, продавать вам разные вакцины. Не нужно никому верить. Нужно использовать свое мнение. Также нужно понимать, удовлетворены ли вы своей программой вакцинации, и обязательно нужно, если вы хотите внести в нее изменения, делать это не на всем поголовье, нужно делать это поэтапно, брать отдельные группы птиц и после этого только внедрять эти изменения, если результаты вас удовлетворят. Я надеюсь, что я не вызвал у вас головную боль, потому что долго рассказывал. Take it easy. Расслабьтесь. And I would like to thank you very much for the translation. Thank you as the chairman, as the chairman. Также я бы хотел поблагодарить ведущего и переводчика. And thank you very much for your attention, and I appreciate your any question.